Дорогие друзья, приглашаю вас сегодня связать очень необычный, в то же время простой, интересный и красивый авторский узор. Крючок я использую 4,5, пряжа у меня полушерсть, 240 метров в 100 граммах. Но для этого узора вы можете использовать буквально любую пряжу. Смотреться будет потрясающе. Приступим к работе. Узор наш в ширину у нас раппорт 5 петель, в высоту раппорт в моем случае он будет 4 ряда, 3 ряда резиночки и 1 ряд вот такого великолепного приема. Это авторский прием, разработанный мной, смотрится очень красиво. Я на основе этого приема разработала много авторских интересных столбиков. Смотрите на моем канале. И хочу показать еще один вариант. В этом случае у меня раппорт в высоту 8 рядов, 7 рядов резиночки и ряд опять же моего волшебного приема. Смотрите, у вас может быть любое количество рядов резинки. Единственное условие, оно должно быть нечетным. То есть 3 ряда, 5, 7, 9. И благодаря именно резиночке, да, вот этим рядам резиночки, ваше полотно будет получаться очень эластичное, красивое, интересное. Я именно этим узором делаю повязочку. Ссылочка будет под видео. А сегодня мы с вами подробно разберем, как выполнить вот такой красивый узор, который вы можете использовать буквально для всего. Пишите в комментариях, где вы используете такой узор. Видите, вот очень красиво смотрится при поперечном вязании, сверху вниз, снизу вверх. И полотно получается эластичное. И покажу вам изнаночку. Тоже хорошо, интересно смотрится. Но мне больше нравится лицевая сторона этого узора. Есть у меня такой узор, ну точнее наподобие, в хлопке. Опять же, ссылочка будет под видео. Начинаем выполнение нашего узора с 15 воздушных петель. Раппорт в ширину у нас 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Мы с вами выполнили цепочку из 15 воздушных петелечек. Далее я выполняю одну воздушную петлю для перехода от одного ряда к другому, пропускаю ее и в следующую петлю выполняю соединительную. Аккуратненько, не затягивайте. Ваша соединительная петля должна полностью повторять петлю предыдущего ряда. И так мы с вами вяжем до конца нашего ряда. Вот таким образом. Я завершаю выполнение ряда соединительных столбиков, ввожу крючок в последнюю петелечку и выполняю соединительную. Мой ряд завершен. Далее я выполняю воздушную петлю для перехода от одного ряда к другому. Работу разворачиваю. Обращаю ваше внимание, поворот вы всегда выполняете в одном направлении. Дальше мы пропускаем с вами воздушную петлю. И я ввожу крючок, смотрите, захватывая за дальнюю или заднюю полупетлю. И так ее называют. Выполняю соединительную. Вот таким образом. Далее мы опять выполняем ряд соединительных столбиков. Всего у нас должно получиться 3 таких ряда. Это у нас с вами уже второй ряд. Такая у нас с вами резиночка эластичная получится на основе наших соединительных столбиков. Итак, вы вяжете до конца нашего ряда. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. Я завершаю выполнение моего второго ряда. Ввожу крючок в последнюю петелечку. Опять же, дальняя полупетля, видите, да? И соединительная.
Далее воздушная, работу разворачиваю и продолжаю выполнять мою резиночку. Это у меня третий ряд моих соединительных. Опять же за дальнюю полупетлю. Так мы выполняем до конца нашего ряда. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. Я завершаю выполнение моего третьего ряда соединительных столбиков. И теперь приступаю к выполнению моего волшебного приема на основе столбика с 3 накидами. Давайте я начну выполнять и расскажу все подробно. Смотрите, очень внимательно я выполняю 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель. Далее, смотрите, я работу разворачиваю вот таким образом. Видите, то есть цепочка смотрит на вас как бы с изнаночной стороны, да? Именно так она должна располагаться. Далее я выполняю накид на крючок. И теперь смотрите, отступаю 1, 2, 2 петли. В третью петлю от крючка я ввожу крючок вот таким образом. При этом, видите, я выполнила накид. И провязываю. Накид в следующую петлю и провязываю. Накид в следующую петлю и провязываю. Далее очень внимательно я пропускаю следующий столбик. Видите, вот самый первый столбик я пропускаю соединительный, и в следующий я буду провязывать за дальнюю полупетлю. Мы все с вами будем провязывать за дальнюю полупетлю. Ввожу крючок, захватываю рабочую нить и теперь буду провязывать по 3 петли на крючке. Смотрите, захватываю и провязываю 3 петли, немножечко подтягиваю. Далее второй раз 3 петли, третий раз 3 петли и далее завершаю выполнение, провязав 2 петли на крючке. Вот такой прием. Помните, это мои авторские столбики, я их называю волшебные, и на их основе я выполнила большое количество узоров. Мы продолжаем выполнение, накид, и теперь смотрите, буду вводить крючок. Это хорошо очень видно, вот между нашими накидами и петлей есть вот такая петелечка, она прям хорошо просматривается, и провязываю. Видите, перед этим я накид выполнила. Далее опять накид, ввожу крючок, вот видно прямо, видите эту петлю, и провязываю. И третий обязательно всегда накид провязывается за нижнюю часть вот эту столбика. Далее я ввожу крючок в следующую полупетлю, вытягиваю и провязываю 3 раз, 3, 2, 3, 3 и 2 петли на крючке. Далее мы продолжим. Смотрите, в этом случае столбик с 3 накидами у нас заменяют воздушные петли. И всего у нас в нашем столбике, вот таком широком, должно быть 5 вершинок. Мы считаем первую вершинку, это воздушная петля, дальше вторая, третья, и еще нам нужно сделать 2 таких приема, чтобы было 5 вершинок. Накид, вот видите, хорошо уже видно, куда мы вводим крючок. 1, 2 и 3. И ввожу крючок в следующую полупетлю. Хорошо подтягиваю, не вытягивайте эту петлю, она должна достаточно плотненькая быть. 1, 2, 3 и 2. И еще раз накид, считаем 1, 2 и 3. И ввожу крючок. И 1, 2, 3 и 2 вместе.
Предлагаю всем связать такой прием, вы получите массу удовольствия. Выглядит потрясающе, хорошо и приятно, быстро очень вяжется. Все, наш столбик такой широкий готов. Напоминаю, это моя авторская разработочка. Конечно, уже очень много таких приемов в интернете. Ну, мне очень приятно. А мы с вами продолжаем вязать и разрабатывать новые узоры. Теперь мы выполняем 3 накида на крючок, и я ввожу крючок в дальнюю полупетлю и выполняю столбик с 3 накидами. То есть этот прием выполняется на основе столбика с 3 накидами. Далее накид на крючок, и я ввожу крючок, накид и нить столбика. Раз. Далее накид и нить столбика. 2. Накид и нить столбика, да, ввожу крючок. Все мы повторяем, накид, видите, да, то есть тут ничего такого сложного нету. Далее ввожу крючок и провязываю по 3. Раз, 2, 3 и 2. И вот видите, наша красота уже готова. Начало положено, далее все просто. Раз, видите, вот прям видно, куда мы уже будем провязывать. 2 и нижняя часть 3. Далее я ввожу крючок в следующую вершинку. Все за полупетли провязываем. За счет этого наше полотно получается эластичное. И у нас получается такая как резиночка. Полотно резиночка. Мы выполнили 3. Видите, вот уже вершинки хорошо видно. 1, 2, 3. И осталось 4 и 5 сделать. 1, 2, 3. Ввожу крючок в следующую вершинку. И завершаю выполнение. И еще раз. 1, 2, 3. Уже немножко побыстрее делаю, потому что мы с вами все разобрали. И провязываю 1, 2, 3 и 2 вместе. Видите? Очень красивый, рельефный, объемный узор получается. Давайте покажу изнаночку. Девочки мне пишут, что многим изнаночка очень нравится. Некоторым даже изнанка больше нравится, чем лицевая сторона. Но мне, конечно, нравится больше лицевая сторона. Видите, смотрится очень интересно. Завершите выполнение вы ряда самостоятельно. А я хочу показать еще и 2 слова сказать, что количество рядов соединительных столбиков может быть буквально разное. Оно должно, единственное условие, оно должно быть нечетным. 3, может быть 5, и в моем случае вот 7. И за счет этого, видите, то есть немножко по-другому смотрится полотно, но оно не менее эластичное, а в общем-то такое же эластичное остается и необычное. То есть количество рядов соединительных столбиков вы можете регулировать самостоятельно. Оно должно быть нечетным. Продолжайте самостоятельно, и я покажу, как продолжить работу. И я завершаю выполнение нашего приема. Вот 4, да, вершинки у нас есть, и мы завершаем, чтобы была 5-я вершинка. Накид, ввожу крючок 1, 2, 3 в самую нижнюю часть. И вот у нас остался один наш, видите, наш столбик, точнее полупетля. Ввожу крючок, и все точно так же. 1, 2, 3 и 2. Все, мы завершили выполнение нашего ряда. Видите, красивый, рельефный, в то же время, я бы сказала, очень простой узор.
Подойдет буквально для всего, начиная от шапки, повязки и так далее. Пишите под видео, что бы вы хотели видеть таким узором. И сразу повторюсь, раппорт в ширину у нас с вами 5 петель, раппорт в высоту в моем случае это 4 ряда. 3 ряда резинки и 1 ряд вот моего волшебного такого приема. Резиночка может быть разной, то есть опять же нечетное количество. В моем случае это 3 ряда, может быть 5, 7. Ну и тогда, конечно же, раппорт будет немножко другой у вас. Смотрите, мы завершили выполнение нашего ряда. И что мы дальше делаем? Воздушная петля. Работу теперь разворачиваем вот таким образом, как мы, да, резиночку с вами делали. За дальнюю полупетлю вводим крючок и провязываем соединительный. И начинаем выполнение нашего первого ряда резинки. Все очень-очень просто. Так вяжем до конца нашего ряда. Быстро, просто. Вот таким образом. Мы завершаем выполнение наших соединительных столбиков. Приступили к выполнению следующего раппорта в высоту. И здесь очень внимательно смотрите. Наш один столбик с 3 накидами заменяет в самом начале, помните, да, ряда 5 воздушных петелечек подъема. Я ввожу крючок в воздушную петлю, которая сразу идет от вершинки, и выполняю соединительную. Вот таким образом. Не пропускайте, не забывайте. И потом можете себя проверить, у вас должно получиться 20 соединительных. Воздушная петля, работу разворачиваем, приступаем к выполнению второго ряда резиночки. Помним, да, в заднюю или в дальнюю полупетлю вводим крючок и выполняем соединительную. Все очень-очень просто. И так мы с вами вяжем до конца нашего ряда. Это мы с вами выполняем второй ряд, всего их 3. Далее вы выполните самостоятельно полотно на необходимую вам высоту. То есть вы выполняете 3 ряда соединительных и наш волшебный прием. И так чередуете. Красиво, просто и в то же время, напоминаю, полотно получится эластичным. Дорогие друзья, сегодня мы с вами научились вязать простой, в то же время потрясающий узор. Напоминаю, раппорт в ширину у нас с вами 5 петель, раппорт в высоту в моем случае 4 ряда, 3 ряда резиночки и 1 ряд моего волшебного приема. Эластичный узор, подойдет буквально для всего, начиная от повязки на голову и заканчивая кардиганом, снудом, то есть шапочкой, ну буквально всем. Обязательно пишите в комментариях, где вы использовали этот узор. До новых встреч, творческих вам успехов и еще отдельное вам и огромное спасибо за все ваши комментарии.